Приветствую всех в нашем братстве теоретиков. Итак, как нам известно, до выхода 9 серии по УЦЦ осталось 2 месяца. И что удивительно, уже выложили трейлер к этой самой новой серии. Cinemark вообще спалили, что этот мульт покажут сначала в кинотеатрах США и Японии, а потом уже будут публиковать это на официальном канале Гличей на ютубе. Что опять же таки странно, согласитесь. Ведь ранее, когда Netflix предлагал подписать контракт с Glitch Entertainment, они отказались показывать мульт сначала на Netflix, и вместо этого выложили вторую серию цирка на ютубе. Картина как-то резко поменялась, перевернулась, и вообще непонятно, с чем это может быть связано. Конечно, Cinemark очень быстро все почистили, но, как говорится, интернет все помнит. Но так или иначе, согласитесь, что спойлеров и сливов будет очень много. Люди, которые сходят в кино, они будут уже знать наперед, что будет показано в 9 серии УЦЦ. И таким образом они будут спойлерить тем людям, которые еще не посмотрели УЦЦ на ютубе и не ходили в кино. То есть, не знаю, с моей личной точки зрения это немного неправильно, конечно. Подобная фигня была и с Хотелем Хазбин, но там было все намного проще. Там же они такую схему проворачивали 2 сезона подряд, а здесь это в новинку. То есть еще непонятно, как отреагирует фандом. А согласитесь, реакция фандома очень сильно влияет на то, как нами будет восприниматься финал. Ведь полезут всякие обсуждения и тому подобное. За это авторов гличей будут очернять и всячески ненавидеть. Нет, конечно, дай бог, чтобы я оказался неправ. Но все равно, опять же, это неправильно. Лучше бы тогда день в день показали, не знаю. Ну или за один день до релиза. Но они собираются показать это в кино за 2 недели до выхода на ютубе. На официальном канале Glitch. И да, это не фейк, как многие подумали из фандома УЦЦ. Это самое что ни на есть правда. И последняя серия удивительного цифрового цирка будет называться The Last Act, то есть последний акт. Кстати, что еще забавно, гличи написали фанатам, чтобы они порекомендовали показать УЦЦ в их кинотеатрах, в их городах. Потому что, напоминаю, 9 серию покажут лишь только в кинотеатрах Латинской Америки и Японии. И, знаете, вот лично я, человек, не живущий в России, но знаком со многими людьми, которые живут в России, я прекрасно понимаю, как у вас там показывают фильмы. Их там либо вообще не показывают, либо показывают, но с большой редкостью. Комментаторы, опять же, я не живу в России, я могу быть в чем-то неправ. Если я в чем-то неправ, то лучше поправьте, а не обсирайте. Но просто я это все веду к тому, что в России, скорее всего, ну, конечно же, не покажут это. Ну, либо покажут, но я не знаю, как сильно надо стараться, чтобы это провернуть. Кстати, в превью тизера мы можем увидеть 2 падающих света на Джекса, а именно на синий и на красный. И я думаю, что это указывает на тех самых 2 ботов, которые застряли в цифровом мире удивительного цифрового цирка, а именно Кейн и Пузырек. Кстати, у меня есть теория на канале о том, что Кейн на самом деле синяя точка, а Пузырек это красная. Если интересно почему, то, пожалуйста, смело заходите по ссылкам в описании, или вот нажмите на этот угол в ролике, там это видео будет. Теория интересная, рекомендую. Кстати, что интересно, Пузырек все же не станет главным злодеем в удивительном цифровом цирке, так как сама Гусворкс написала у себя в Твиттере, что Пузырек стерся вместе с Кейном. Так что да, по факту здесь нету главного злодея. Скорее всего, это окажется трагической историей, над которой мы все дружно поплачем, так как люди, которые официально работают над этим веб-сериалом, когда-то заявляли нам то, что они покрывались слезами, читая сценарий к последней серии. Кстати, что касаемо слез, в тизере нам также показывают кучу новых кадров, которые явно появятся в 9 серии. Нам показывают, как все персонажи по-своему грустят, после того, как Королер удалил Кейна. Помни, плачет из-за того, что именно она подтолкнула Королера так поступить с Кейном, в результате чего они попали все в одну общую беду. Гэнгл и Зубл вместе грустят под серой стеной цирка. Джекс вообще в полном афиге. Ведь как мы помним, за весь сериал он был единственным, кто мог ломать 4-ю стену. А также он был единственным, кто вообще понимал, что он находится в игре. Поэтому он так несерьезно относился ко всему вокруг. Но затем, после того, как он осознал всю серьезность ситуации, конечно же, ему нехорошо вдвойне. Потому что мало того, что как бы он все видит все таким, как есть, так он еще и от безвыходности, как и другие персонажи, впал в полное отчаяние, то есть депрессуха полнейшая. Ну и вишенка на торте, в конце нам показывают сцену с Риббит. Да, с тем самым Риббитом, который является бывшим другом Джекса. То есть, скорее всего, это воспоминание Джекса. И тут у меня как бы есть одна очень интересная теория. А что если при помощи своей суперсилы ломать 4-ю стену, Джекс все же может сделать так, чтобы положить ему этому конец, и чтобы персонажи спокойно вышли в реальный мир из-за того жуткого цифрового заточения? Что если он все же переборет свои
свои внутренние чувства. Может быть, как раз таки Джекс, который все время казался нам довольно-таки злым персонажем, окончательно станет на путь истинный и окажется главным героем всего веб-сериала. Ах да, и кстати, место, в котором он сидел с Риббит, это скорее всего старая комната рассеянного Риббита. Определить я это смог по вот этому вот светящемуся шару, который производит проекцию светящихся звезд на стены комнаты. То есть да, очевидно, что нас ждет годнотища. Просто скорее всего финал может оказаться очень-очень печальным. Чего, конечно же, вам не сильно таки хочется. Однако я считаю, что это правильный ход решения, так как плохой конец этого довольно-таки известного веб-сериала может придать достаточно большой смысл. Но согласитесь же, что у каждой хорошей истории должен быть красивый конец. Да, красивый конец может быть и плохим, но в данном случае плохой конец подойдет цирку, потому что весь цирк, весь сериал персонажи пытаются найти якобы выход. Они с чем-то борются, разбираются, копаются в себе. То есть сам мульт делает упор на то, что это как бы все-таки психологическая драма. И мне кажется, что осознание персонажей безвыходности, то, что выхода действительно нет в этом месте, то, что в реальной жизни они мертвы, и их скины это всего лишь загружены их сознание в эту игру, ну или же программу, дает следующий смысловой вывод. Не стоит бороться с тем, что не изменишь. Нужно принимать то, какой ты есть, и нужно принимать те вещи именно теми, которые также и являются. Ведь не на все же мы можем повлиять в этой жизни, так и персонажи цирка. Если у них нет возможности жить в реальном мире, у них есть прекрасная возможность вечность жить в цифровом цирке, и при этом они бы могли придумывать все, что захотели. Но они решили избавиться от Кейна, избавиться от того, кто буквально дает им эту возможность. Соответственно, получается так, что эта история в какой-то степени может быть и также и поучительной, что тоже очень хорошо. Ну и конечно, если авторы решат сделать все-таки хороший конец для этого сериала, хорошую концовку, но при этом основной смысл теряться не будет, либо основной смысл будет другой, но все же будет, то тогда и такой вариант может нас всех спокойно устроить. Что ж, на этом у меня все. Обязательно вступайте в наше братство теоретиков, нажав на кнопку подписаться под этим роликом. Ну и конечно же также ставьте лайки или дизлайки, ну не знаю, тут как хотите, я на ваш выбор влиять не могу, все-таки это ваши хотелки, ваши желания. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете по поводу всего этого. Ну и да, всем удачи, всем пока.